Загадочные мегалиты Кореи. Древние сооружения, которые переписывают историю. Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в тайны прошлого, чтобы раскрыть секреты, которые заставляют нас переосмысливать историю человечества. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Корейскому полуострову, чтобы исследовать загадочные мегалитические сооружения, дольмены и алтари, которые бросают вызов всему, что мы знаем о древних цивилизациях. Эти колоссальные каменные памятники, созданные тысячи лет назад, поражают воображение своими масштабами, инженерной сложностью и мистической аурой. Как древние корейцы, не имевшие ни письменности, ни сложной техники, смогли воздвигнуть эти гигантские структуры? Что они означали для своих создателей? И могут ли они быть частью глобальной сети мегалитов, связывающей древние культуры через континенты? Приготовьтесь, это будет увлекательное путешествие вглубь времени. Корейский полуостров — это настоящий музей под открытым небом, усеянный десятками тысяч дольменов. Эти мегалитические сооружения, напоминающие гигантские каменные столы, являются одними из самых впечатляющих памятников бронзового века. В мире известно около 35 тысяч корейских дольменов, это больше, чем где-либо еще, включая соседние Китай и Японию. Каждый дольмен состоит из массивных вертикальных камней, поддерживающих горизонтальную плиту, или замковый камень, весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Представьте себе, самый крупный из них, дольмен Пингми в Хасуне, весит около 280 тонн. Это эквивалент веса 200 легковых автомобилей. Даже с современными кранами и техникой перемещение такого валуна было бы сложной задачей. А теперь представьте, как это делали люди более 3000 лет назад, в эпоху, когда не существовало ни металлических инструментов, ни сложных механизмов. Это одна из величайших загадок археологии. Но что мы знаем о назначении этих сооружений? Большинство ученых сходятся во мнении, что дольмены служили гробницами или церемониальными местами для захоронения элиты. В некоторых из них найдены человеческие останки, нефритовые украшения, бронзовые кинжалы и керамика, что указывает на их связь с погребальными ритуалами. Однако картина далеко не однозначна. В одних дольменах обнаружены скелеты, в других — ничего, что порождает споры. Были ли они исключительно гробницами, алтарями для жертвоприношений или, возможно, имели иное, более сложное назначение? Например, некоторые исследователи предполагают, что дольмены могли быть связаны с астрономией, служа маркерами для отслеживания солнечных или лунных циклов, подобно Стоунхенджу в Англии. Отсутствие письменных источников делает эти гипотезы лишь предположениями, но масштабы и количество дольменов говорят о высокоорганизованном обществе, способном мобилизовать сотни рабочих для реализации таких амбициозных проектов. Давайте попробуем представить, как строились эти мегалиты. Возьмем, к примеру, дольмен Гангхва, один из самых известных на острове Гангхва. Его замковый камень весит около 50 тонн, и он установлен на опорных камнях на склоне холма. Современные эксперименты показывают, что для перемещения такого камня могли использоваться земляные пандусы, деревянные ролики и веревки, а также труд 200-300 человек. Но даже если это технически возможно, возникает вопрос, как бронзовый век мог породить такие инженерные подвиги? Ведь речь идет не об одном дольмене, а о тысячах, разбросанных по всему полуострову, часто в труднодоступных местах, на вершинах холмов или в отдаленных долинах. Это указывает на сложную социальную организацию, где вожди или жрецы могли координировать масштабные строительные проекты, возможно, в течение нескольких поколений. Интересно, что сами корейцы бронзового века не оставили письменных свидетельств, но их потомки создали богатый фольклор, пытаясь объяснить происхождение дольменов. Местные легенды рассказывают о сверхъестественных силах, о разгневанной фее, уронившей 280-тонный камень, или о злом волшебнике, который пытался заблокировать энергию Земли, случайно создав дольмен Гангхва. Эти истории, конечно, звучат как сказки, но они подчеркивают, насколько загадочными казались эти сооружения даже для людей, живших спустя века. Для местных жителей дольмены были чем-то большим, чем просто камни. Они связывали их с миром духов, предков и, возможно, космоса. Теперь давайте перенесемся к другой загадке — Чамсандану, ступенчатому каменному алтарю на вершине горы Мани на острове Гангхва. Этот алтарь, окруженный мифами, считается местом, где Дангун Ван
Легендарный основатель первого корейского королевства Годжосон проводил ритуалы в честь небес. Согласно преданиям, Годжосон был основан в 2333 году до нашей эры, что делает Чамсандан потенциально одним из древнейших ритуальных мест в мире. Алтарь представляет собой террасную платформу из сложенных камней с 21 ступенью, ведущей к вершине. Его скромные размеры, около 9 метров в высоту, компенсируются его символическим значением. Легенда гласит, что здесь Дангун общался с небесами, возможно, наблюдая за звездами или проводя обряды, связанные с космологией. Но что если Чамсандан действительно был астрономическим обсерваторием? Его расположение на вершине горы с видом на океан и открытым небом идеально подходит для наблюдения за звездами. Некоторые исследователи предполагают, что расположение камней и ступеней может быть связано с солнечными или лунными циклами, хотя прямых доказательств этому нет. Интересно, что корейские короли более поздних эпох, таких как династия Чосон, продолжали проводить церемонии на этом месте, считая его священным. Это говорит о том, что Чамсандан сохранял свою духовную значимость на протяжении тысячелетий, связывая древних корейцев с их мифическими истоками. Теперь давайте сделаем шаг назад и посмотрим на дольмены и Чамсандан в более широком контексте. Корейские мегалиты не существуют в изоляции. По всему миру, от Стоунхенджа в Англии до мегалитов Мальты и курганов Нью-Грейнджа в Ирландии, древние культуры воздвигали подобные сооружения. Это поднимает интригующий вопрос: были ли корейские дольмены частью глобальной мегалитической традиции? Возможно ли, что идеи, технологии или даже сами строители путешествовали через континенты, обмениваясь знаниями? Например, дольмены в Корее имеют поразительное сходство с мегалитами в Западной Европе, хотя их разделяют тысячи километров и сотни лет. Некоторые исследователи предполагают, что торговые пути или миграции могли способствовать распространению мегалитической культуры, но пока это лишь гипотеза. Еще одна загадка — это инженерия. Как древние корейцы, не имевшие железных инструментов, могли так точно обрабатывать и устанавливать камни? Некоторые ученые выдвигают теорию о забытых технологиях, методах, которые были утеряны с течением времени. Например, использование акустических технологий или резонанса для облегчения транспортировки камней звучит как фантастика, но подобные идеи обсуждаются в контексте других мегалитов, таких как пирамиды Египта или Пумапунку в Боливии. Конечно, без письменных источников это остается спекуляцией, но сами дольмены, молчаливые свидетели мастерства своих создателей, заставляют нас задуматься. Знаем ли мы о древних цивилизациях так много, как нам кажется? Корейские мегалиты также заставляют нас переосмыслить хронологию истории. Долгое время считалось, что сложные общества на Корейском полуострове начали формироваться только в Железном веке, около 300 года до нашей эры. Однако дольмены, датируемые первым-третьим веками до нашей эры, и легенды о Годжосоне, уходящие корнями в 2333 году до нашей эры, указывают на гораздо более раннее развитие организованных сообществ. Это говорит о том, что Корея могла быть домом для сложных вождеств или даже протогосударств задолго до того, как мы предполагали. Возможно, эти мегалиты — не просто гробницы или алтари, а символы власти, веры и идентичности древних корейцев. Итак, что мы имеем в итоге? Корейские дольмены и Чамсандан — это не просто груды камней. Это порталы в прошлое, которые заставляют нас задавать вопросы о возможностях древних людей. Были ли они гениальными инженерами, использовавшими примитивные, но эффективные методы? Или их знания были подкреплены чем-то большим, утраченными технологиями, мистическими верованиями или даже внешними влияниями? Каждый новый раскопанный дольмен, каждый найденный артефакт приближает нас к ответам, но одновременно рождает новые вопросы. Корейские мегалиты — это напоминание о том, что история полна загадок, которые ждут своего часа. Они стоят на холмах и вершинах, молчаливые и величественные, как стражи времени. И, возможно, где-то под поверхностью Земли или в следующей археологической находке скрывается ключ к разгадке их тайн. А что, если Корея — лишь часть глобальной мегалитической головоломки? В следующем видео мы отправимся в Индию, чтобы исследовать еще одно ошеломляющее мега-сооружение, которое бросает вызов логике и заставляет задуматься, что если древние знали больше, чем мы думаем? Если вам понравилось это путешествие в мир древних загадок,
Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Напишите в комментариях, что вы думаете о корейских дольменах. Гробницы, алтари или что-то совсем иное. И не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить наши новые расследования. До встречи в следующем эпизоде.